Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на июнь. Что ждет вас в начале лета? Давайте узнаем. Наш расклад называется «5 шагов к большому прорыву». И это правда. Июнь как пограничное состояние между первой половиной года и второй. И сам по себе июнь может тоже проходить в разных энергиях. Еще начало июня, оно может быть относительно спокойным. А вот интересные какие-то, как и новости, так и события. Динамика сама по себе во второй половине июня может существенно измениться. И у нас способствуют этому планетарные транзиты, как и Марс в Тельце, который останется, точнее, до конца месяца, Марс именно. И это нам будет помогать перейти от какой-то неразберихи, спешки к более осознанному достижению целей. Уран в Близнецах, конечно, не оставит нас долго прокрастинировать или о чем-то так это созерцать, размышлять. Но и ретро-Плутон. Ретро – это всегда какой-то возврат, поэтому, скорее всего, что-то нам вернет судьба на доработку или пересмотр. Ну ладно, 5 шагов. Давайте узнаем первый шаг. Что произойдет, что скоро случится в ближайшее время. И расскажут нам об этом карты старинного цыганского пасьянса. Смотрим, что совпало. Пока не вижу совпадений. Хочется так чуть-чуть сдвинуть. Надеюсь, видно. Сердце, любовь. Может быть, это вы добиваетесь чьего-либо сердца, ну или вашего сердца кто-то добивается. Конечно, сама по себе любовь, что тут скажешь. А у вас еще и солнышко. Раньше солнце выпадало, говорили, у тебя все хорошо. Ну, мы пойдем, конечно, дальше, но это, безусловно, выбор правильного направления. Это как и в чем я буду участвовать. Может быть, это и вопросы ваших достижений, работы. Может быть, и вопросы места вашего пребывания. Это тоже не исключаю. Но это может быть также связано с вашими достижениями, личной жизнью, какими-то планами на будущее, мои дорогие. Потому что, как минимум, то, что у вас закладывается в июне месяце, скорее всего, по солнышку это вы будете заниматься 6-8 месяцев. Поэтому тут, правда, есть элемент судьбоносных событий. Но и это еще и ясности в значении. То есть в каком-то вопросе у вас наступит ясность. Вот у вас еще совпадает. Смотрите, напоминаю, в нашем пасьянсе мы можем складывать значения, которые совпадают в крайних рядах, по вертикали и по горизонтали. Молния. Поэтому вполне вероятно, готовьтесь к тому, что какую-то неожиданную новость вы можете получить. У вас совпадает венок, и это радость. Радость, может быть, и как какое-то событие очень знаковое, но это может быть также еще и, как хорошее настроение. Может быть, смотрите как, у вас совпадает и венок, да, вот близко, и череп. Череп – это переживание. Как какой-то вопрос, вы думаете, решиться, не решиться, и переживать. Можете думать, да, гонять мысли по кругу, а нам карты говорят, что нет. У тебя тут наоборот что-то складывается хорошо. Хочется добавить, посмотрите, еще рядом у нас есть и маска. И это всегда тот человек, который наблюдает, тот, который не, как бы себя не выдает, или не говорит вам, или наоборот, говорит что-то приятное, но сам имеет какой-то свой план. Я не исключаю точно так же, что кто-то вас, мои дорогие рыбы и рыбки, может вытягивать на какой-то разговор или буквально на откровенность, поэтому будьте внимательны. Не все, видимо, люди-братья, по крайней мере, в июне. Или это будет новый человек, пусть это будет кто угодно, хоть официальное лицо, хоть новая встреча, контакт какой-то. Даже если допустить, что мы знали этого человека, ведь по этому значению иногда идет зависть, поэтому просто предупрежден, вооружен. Вот тут будьте внимательны. Смотрю, что у вас еще совпало. Какие еще значения? Откровенно говоря, не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Пусть нам карты Таро теперь расскажут, с чем будут связаны события ближайшего времени. События июня. И если это был только первый шаг, у нас еще 4
И второй шаг – любовь, личная жизнь. Что придет на ваш порог? Достанем Таро на деньги, карта финансов. Что вам нужно именно на июнь знать прямо сейчас, услышать сейчас? К чему, может быть, и приготовиться по части финансов. И следующая карта – это как 4-й шаг. Неожиданное приключение, мои дорогие. Что для вас будет неожиданным приключением? Внезапно, может быть, резко, возможно, и перемены какие-то. И что ждет впереди? Давайте тоже с вами узнаем. Итак, на личную жизнь. Что ждет рыб и рыбок? Фантастика. А ведь и правда, тут на личную жизнь, сердце, солнце. И карта солнца – это всегда карта ясности. Поэтому это прояснение, может быть, именно прояснение, не выяснение, хотя, ну, иногда без этого тоже не обойтись, по отношениям, по личной жизни. Может быть, это как ваша личность. Куда вы движетесь, с кем вам по пути, кому рядом с вами по пути, кто вас готов сопровождать. Может быть, и по части личной жизни, правда, будут решаться вопросы вашего места пребывания. Конечно, это больше карта достижений, когда мы ставим перед собой цели. Давайте еще пару карт все-таки достанем. Но если мы говорим на любовь, здесь может быть и такой момент. Всегда есть, в любой карте есть и плюсы, и минусы. Иногда это карта эгоизма бывает тоже. Когда вот мы хотим поступить именно так, как мы хотим. Ну, давайте узнаем, что нам раскроет. Но все-таки я больше вижу, что это вам, знаете, как высшие силы помогают. Это точно. Только сказала высшие силы, и вот они, высшие силы, и выпали. Страшный суд, но это только так называется карта на самом деле. Вот знаете, как волшебная мелодия. Вот эта флейта, да, колода ведьмочек. Играет эту мелодию на своей флейте ведьмочка, и все живое танцует. Это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Может быть, даже для кого-то, если прежняя история, которая на вас не отпускала, вы переживали, или, ну, какая-то сложная была позиция ваша в отношениях. Вот здесь вот что-то выравнивается. 2 старших аркана. Солнце, как будто дорога к солнцу. И вот что интересно, есть колода, кто смотрит мои видео давно, колесо года. Там 20-й старший аркан так и называется. Путь к солнцу, путь к свету. Поэтому тут что-то, вот знаете, как в вашей жизни, именно в личной жизни, что-то меняется к лучшему. И пусть это, как 2 старших аркана, будут говорить не только про личную жизнь. Я не исключаю, у кого-то может быть важное знакомство для тех, кто один или одна. Тот человек, которого вам буквально посылает судьба. Для тех, кто в паре, тут тоже могут быть какие-то ваши семейные, или пусть вы в семье еще не оформили отношения, но вы в паре. Тут могут быть даны какие-то важные обещания. А для семьи тут тоже. Все же старший аркан говорит, что могут так складываться обстоятельства, могут меняться обстоятельства в жизни ваших домочадцев. Вот здесь уж все равно что-то происходит. Тогда вторично это будет оказывать влияние на вас. Вы тут будете со своей как будто жизнью разбираться, но исходя из того, что есть вокруг, присутствует вас, и что происходит в жизни вашего ближайшего окружения или близких людей. В конечном итоге вот и выстраивается, как и выздоровление, как и избавление от страданий, от сомнений, от боли, так и какой-то более такой ясный, четкий маршрут, который вас буквально сопровождают высшие силы. Здорово. Деньги. Что вам нужно знать прямо сейчас? Еще один старший аркан. Мы говорим всегда, карта причины и следствия. Карта кармы, кстати. Поэтому тут вам как по судьбе мы говорим, да? Но тут еще и по закону могут быть какие-то темы, вопросы. Когда, ну, вот эта карта выпадает, мы не рискуем. Мы не рискуем, не играем в азартные игры, безусловно. Мы сами поступаем именно так, как принято, так, как будет правильно. Возможно, это по документам, не должно быть никакой фальши. Особенно, если у вас на кону стоят документы и одновременно, как ваша мера ответственности через финансы. Здесь уже сами финансы как будто идут, потому что это именно карта финансового достатка. Поэтому для многих из вас, к примеру, тот платеж, который, ну, вы должны были получить, но, может быть, так сложилось, что не получили.
или как будет, может быть, предложение по работе. Тут все равно через старший аркан есть взаимодействие с другими людьми. И именно там так вот обстановка складывается или обстоятельства, опять же, вот тут на вас обстоятельства влияют. Или вы оказываетесь, мои дорогие рыбы и рыбки, в нужный момент, в нужное время и в нужном месте. И я этого не исключаю. Вот у вас такое сочетание карт. Тут действительно есть его величество случай, который вам играет в плюс. Но ведь иногда карта правосудия может тоже говорить о том, что нам придется работу над ошибками какую-то провести. И с учетом ретро-Плутона я такое тоже не исключаю. Быть честным где-то, по крайней мере, с самим собой. И смотреть, особенно для тех из вас, кто занимается, может быть, или работа связана с документами финансовыми, вот здесь комар не должен подточить носа. Карта консерватора выпадает. Я не исключаю, что для кого-то из вас как поддержка эта карта может означать, для кого-то из вас новый статус. Может быть, какие-то разговоры с вашим руководителем по месту работы по поводу жалования, новой должности, построения карьеры. Вот как будто вам тоже будет, знаете, такой удобный момент или как доброе расположение, вот именно планет назовите, или как сама какая-то невидимая аура для продвижения, для достижения, вот какую сферу не возьми. Для вас шикарное время. И на финансы деньги есть, деньги будут. Но тут нужно все-таки быть очень аккуратным и действовать в согласии с законом. Ладно, так а что же там у нас за неожиданные приключения? Ну, видимо, еще один старший аркан. По аркану башни меняется система, меняется какой-то уклад, меняется порядок. Но тут ведь у кого-то из вас может быть банально. Я не исключаю, что это как новость, которую вы услышите в средствах массовой информации, и она вас подвигнет что-то передумать, пересмотреть, переиграть. Это могут быть изменения у кого-то по работе, когда меняется руководство и раньше, к примеру, с учетом 2 солнц, которые вам выпали. Раньше не было этой возможности, а теперь она у вас будет. И тогда нам все карты говорят: куй железо, пока горячо. Успевай, не откладывай что-то на потом, потому что по этой карте еще идет и скорость, мои дорогие. Поэтому если мы говорим неожиданное приключение, здесь нужно, конечно, смотреть в оба, потому что могут быть и те события, все-таки башня, когда вот что-то меняется. Иногда меняются законы, иногда меняются порядки, иногда обстановка сама по себе, меня люди смотрят из разных стран, тоже меняется. И не случайно я говорю по этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Тут некогда прокрастинировать, тут некогда о чем-то сожалеть, мои дорогие. Вам может судьба сложить такой сюжет, когда вам, ну, это не то, что нам вот предлагают буквально, как на блюде, да, бери, не бери. А, скорее всего, правильно проанализировать обстановку, которая будет происходить. Может быть, это вторая половина июня. Но это мои предположения, не более. Но вот есть какой-то такой, а ведь люди очень интуитивные. И, кстати, ваша интуиция, это я не о картах, это я об астрологии. Она у вас как-то, понимаете, особо чувствительна будет в июне. Поэтому, значит, слушайте подсказки собственной души, потому что будет тот момент, причем переломный, поворотный, когда вам нельзя от чего-то отказаться. Вот как этот человек, который оглядывается как будто назад, но смотрит в эти 3 пустые кубка. Он полповорота головы не хочет совершить, чтобы увидеть, что ему жизнь дает какую-то новую возможность. Какая-то не случайная случайность может быть в вашей жизни. Это точно. Еще один старший аркан нулевой будет свидетельствовать о том, что, ну, это как жизнь с чистого листа. Может быть, это предложение, может быть, это даже у кого-то работа, которую вы найдете. Вполне вероятно, знаете, вам что-то может поначалу ведь не нравиться. Вот 2 карты. 4 кубков, 5 мечей. Если мы говорим, это как карта конфликта. Или первого победы, да, вроде победу мы получили, но а потом время проходит, и мы думаем, ну и что с этого? И что, нам от этого хорошо? Да нет. Здесь может быть такой неожиданный сюжет, когда вас, кстати, кого-то из вас, как минимум, судьба сводит с тем человеком, с которым вы прежде общались. И вам это будет необходимо, ну, вот это общение. Или как наладить какие-то контакты, закопать топор войны. Именно потому, что какой-то вопрос вам нужно решить. А что это такое?
Может быть, для кого-то из вас состоится важная встреча. Но именно встреча для того, чтобы окончательно разобраться в чем-то и поставить, вот расставить все точки над «и». Иногда нам нужно вернуться к прошлому, чтобы потом уйти, как будто с ним проститься навсегда. Вот у вас что-то подобное может происходить. Причем с учетом нулевого аркана вы будете уже четко понимать, ну, в какую сторону, в каком направлении вы будете двигаться. Что для вас сейчас в приоритете? Кто из людей вашего окружения важен? Кто или где вы будете находиться, может быть, буквально как место вашего проживания и кто рядом с вами. Вот такие очень важные темы, они для вас приобретают совершенно новые оттенки и совершенно другую необходимость и осознанность. Очень много старших арканов. События, которые происходят в жизни людей, поверьте, они тоже каким-то образом оказывают влияние на вас. Поэтому будьте готовы к неожиданностям, это точно. И когда выпадает аркан башня, мы ведь не можем поступить точно так же или сидеть и ожидать. Мы как будто теряем время. Вот вам в каком-то вопросе нужно вот именно пройти этой дорожкой аккуратно, не подвергнув себя риску, но как будто рассмотреть что-то, изучить, может быть, доизучить. И два солнца, у вас явно прояснится какая-то тема. Что ждет впереди? А впереди еще один какой-то выбор. Впереди вас ждет известие, когда буквально по какой дорожке я пойду. Паш– это вестники. Может быть, это действительно будет какая-то новость. Но давайте узнаем, достанем дополнительные карты. Что ждет впереди? Да, тут действительно может быть новость, как и в средствах массовой информации. Туз мечей. Это такая информация, которая может поначалу прийти как предположение, или так еще, знаете, 50 на 50. А следом другая, которая вот уже расставляет как раз точки над «и». Но это еще и карта, когда заканчивается в жизни путаница. Может, это будет касаться конкретного человека, королева жезлов. Возможно, это будет через личную историю, когда вы будете принимать какое-то решение. Может быть, и вам, мои дорогие, придется либо участвовать в жизни кого-то из близких, или вам придется, ну, как-то правильно взаимодействовать с этим человеком. Давайте еще одну карту. В конечном итоге, видимо, какой-то баланс вы подведете. Почему? Потому что по этой карте нас нет в прошлом. Поэтому тут прежняя история. Может быть и буквально с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или имеет там асцендент. Но вот она так тоже продолжаться не будет. Может быть и важные какие-то разговоры. Они неизбежно, это что ждет впереди. Они вот вас впереди ожидают. Опять же, вот посмотрите, Паш. Потому что вы можете узнать о человеке что-то такое. Ну или сложились так обстоятельства у человека. Вам, возможно, и придется в чем-то участвовать, но и с другой стороны, вы как будто будете стараться как можно дальше дистанцироваться, так вот по правде. Потому что прежде вас уже что-то разочаровывало. Вы явно имеете какую-то персону. Ну пусть даже это не стихия огня, да, человек, не привязываемся. Это, в принципе, ресурсные люди проходят по этой карте. Но у вас-то вот почему-то тройка мечей. То есть вас уже нет в этом прошлом. Может быть, наперед кто-то пытается вас как поймать в силки, мои дорогие, а вы это будете чувствовать и будете уходить, чтобы какую-то ловушку не попасть. Или будете делать какой-то выбор, который тоже будет символизировать как новое направление, новые отношения или переход на другой уровень с этим человеком. Две королевы. Когда две и больше, всегда говорю, будьте внимательны, сплетни, мои дорогие, зависти. То есть этот элемент не отменишь. Ну, может быть, для кого-то из вас именно и по знакам зодиака. Стихия Земля, да, это у нас Телец, Дева, Козерог. А здесь у нас Овен, Лев, Стрелец. Может быть, что ждет впереди? Какой-то важный выбор вы будете делать между двумя предложениями. Ну и не будем рассматривать, конечно, королеву, двух королев, как именно представителей женского пола. По полу карту не рассматриваем. Но вот, наверное, Марс
в Тельце, мои дорогие, мы говорили, что мы переходим от общей спешки к осознанному достижению целей. Вот мне хочется сказать, это та персона, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Поэтому что ждет вас впереди? Где-то и вы, может быть, к большему порядку стремиться, ну, как и судьба вас довести, или определить вас, чтобы вы смогли больше разобраться, прояснить какие-то темы по максимуму в июне, где вы, с кем вы, чем вы как род занятий занимаетесь, или пусть это вопросы карьеры будут, но вот чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Поэтому какие-то выводы вам придется и выбор одновременно, да и новостей хватит. Это на то, что ждет, может быть, в конце июня, а то и с заходом на июль. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за вашу доброту, за ваши искренние душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.